конечно же, узнали вступление группы ABBA, песня The Winner Takes It All. Я уже делала разбор моего переложения этой песни. Это был сложный вариант и более простой вариант. И все равно в комментариях мне написали, что не получается сыграть. Тяжело. Тяжело из-за бемолей. Ну что же, если не получается сыграть 6 бемолей, можно сделать другую версию. Я транспонировала на полтона выше, и мы будем играть в этот раз на белых клавишах с одним единственным диезом. Это будет фа диез. Я напоминаю, как мы ищем фа диез. Клавиша фа и фа диез – это первая клавиша вправо, звук на полтона выше. Фа диез. Все ноты фа мы будем играть на черной клавише фа диез. Что я еще изменила? Я изменила левую руку. Она стала еще более простой для игры. Вот теперь я думаю, что действительно это произведение будет доступно всем. Целиком я его сыграю в конце видео, а сейчас сразу перейдем к началу. Мелодия не меняется. Играем. Ре, до, си, ля, соль. Следующая фраза. Та же самая мелодия, начинаем от клавиши си. Си, ля, соль, фа диез, ми. Третья фраза. Такая же, но начинаем от ноты ми. Ми, ре, до, си, ля. Небольшое изменение, четвертая фраза. Четвертый палец на соль. Соль, фа диез, ми, ре. И повторить еще раз эти 8 тактов. И вступление мы разобрали. Левая рука. Для вступления нам нужно 4 аккорда. И сначала мы их найдем. Но даже мы будем играть не аккорды, а 2 ноты. Соль и ре. Затем мы переместим руку на ми и си. Тот же самый интервал. Ля и ми. И ре и ля. Будьте внимательны. Соль находится внизу. Когда я произношу соль и ре, это значит 5-й палец на соль, а 1-й на ре. Ну или 4-й на соль, 1-й на ре. Ми и си. Потому что часто делают ошибку. Ноту басовую переносит выше, и интервал меняется. Ми и си. Затем ля и ми, 5-й палец на ля, и ре и ля, 5-й палец на ре. Это аккомпанемент левой руки для вступления. И играем 2 руками вместе сразу. Первая нота правой руки совпадает с нотами левой руки. И послушайте, как это звучит. Это была первая фраза. Переходим к следующей. Перемещаю руки чуть ниже. Левая рука нота ми и си. Правая нота си. Играем. Си, ля, соль, фа диез, ми. Следующая фраза. Левая рука ля и ми, правая ми 1-м пальцем. Ре, до, си, ля. А вот 4-я фраза, внимательно. Это левая рука начинает ре и ля, а правая продолжает. Соль, фа диез, ми, ре. Есть знак репризы, и мы играем еще раз эти 8 тактов. Если мы сыграли уже 2 раза эти 8 тактов, можно сыграть ноту ре 5-м пальцем, повторить еще раз. И это будет переход к куплету. Итак, куплет. Та же самая мелодия, которая была в моем предыдущем видео, если кто-то его видел. Но я сейчас сыграю мелодию, называя название нот. Ре, ми, фа диез, соль, си. Продолжаю. Си, до, ре, ми, ре. Кто смотрит в нотный текст, обратите внимание, есть ноты залегованные. Играем первую ноту и не играем следующие. Это способ продлить длительность нот. Продолжаю. Ре, до, си, ля, до. Ре, до, си, ля, до. И затем повторяются эти же 8 тактов 2-й раз, без изменений.
я их не буду играть. И переходим к левой руке. Левая рука. Вспомните, как во вступлении мы играли соль и ре. Эти же ноты остаются, но я предлагаю, чтобы больше добавить динамизма, мы их будем играть восьмыми несколько раз. И послушайте, что это даст. Сначала начинает правая рука. Ре, ми, фа диез, соль. И вместе с нотой си я начинаю играть левую руку. Соль вместе с си, а затем левая рука продолжает ре, соль, ре, соль, ре, соль, ре, соль. Посчитайте сами, сколько раз надо повторить соль и ре. Повторю. Если получилось сыграть, переходим к следующей фразе. Левая рука меняется немного, пятый палец перемещается на фа диез, первый остается на ре. И начинаем с правой руки си, до, ре, ми, а вот вместе с нотой ми начинаем играть левую руку. Послушайте, я сыграю еще раз. Следующие фразы будут более простыми. Ре, до, си, ла. И в момент, когда мы будем играть ноту до, последняя нота этой фразы, левая рука играет ла и ми, повторяя также несколько раз. Послушайте. Правая рука продолжает мелодию, но левую руку я уже готовлю, чтобы играть ре и ла. Правая рука ре, до, си, ла. И вместе с нотой до правой руки левая рука начинает играть ре, ла, ре, ла, ре, ла, ре, ла, ре. И вторая часть куплета точно повторяет первую. Я ее просто сыграю медленно. Это был куплет, и мы переходим к припеву. Припев. Сначала сыграем правую руку. Ре, ре, до, си, си. Си, си, ла, ла, соль, соль. Ми, ре, до. До, си, ла, си, до. И надо повторить еще раз эти 8 тактов. В конце я добавлю маленькую фразу, чтобы закончить песню. Левая рука. Так же, как в начале вступления и куплета мы остаемся на аккорде соль мажор. Это ноты, которые нам будут нужны, это соль и ре. Но здесь я предлагаю не останавливаться на нотах соль и ре, а добавить еще одну ноту соль. Соль, ре, соль. Следующая фраза – это ми, си, ми. Переходим на следующую. Ла, ми, ла. И четвертое – ре, ла, ре. Обратите внимание, это те же самые аккорды, что мы играли и во вступлении, только изменили фактуру. Соль, ре, соль в припеве, а во вступлении у нас было просто соль и ре. А в куплете мы повторяли вот таким образом. К тому же мелодия припева очень похожа на мелодию вступления. Итак, начинаем играть вместе двумя руками. Сначала правая рука будет играть ре, до, си, но левая рука уже все пальцы находятся на нужных клавишах. Соль, ре, соль. И затем будет ре, соль. Начинаю. Ре, до, си. И вместе с нотой си правой руки левая рука начинает играть ре, соль. Следующая фраза. Перемещаю левую руку на ми, си, но начинаю с правой руки. Си, ла, соль,
си, ми, си, ми. Правая рука играет ми, ми, ре, до. И вместе с нотой до я уже готова играть ля, ми, ля левой рукой. Еще раз начну. Ми, ми, ре, до, ми, ля. Правая рука начнет мелодию, но левая уже переместилась на ре, ля, ре. До, си, ля, си. И вместе с нотой до левая рука играет ре, ля, ре. Затем нужно повторить эти же 8 тактов, и я их сыграю. И заключительную фразу добавим, чтобы закончить эту песню. Я переместила правую руку на октаву выше. Если мы играли ре, до, си здесь, чтобы закончить произведение, мы сыграем на октаву выше. Ре, до, си. И вот последний аккорд предлагаю сыграть таким образом. Левая рука будет играть ноту соль, правая ре, соль, си. Вы можете сыграть аккордом, но можете сыграть арпеджио. Это тоже очень красиво звучит. Послушайте как. Соль, ре, соль, си. И продолжайте держать клавиши нажатыми. Теперь вся фраза. Вот так очень быстро мы разобрали самую простую версию этого произведения. А сейчас, как обычно, я сыграю всю эту транскрипцию с нотами над клавиатурой для тех, кто следит за нотами. Но сначала попрошу, напишите, пожалуйста, в комментарии, получилось ли у вас сыграть это произведение, это простое переложение, потому что если не получилось, я сделаю еще одну версию, еще более простую. Правда, плохо представляю, как можно еще проще сыграть эту песню.